UFL не устает нас удивлять различным контентом и новостями по игре. И я бы был только рад сделать небольшой перерыв. Однако разработчики продолжают делиться различными инфоповодами в преддверии демонстрации игрового геймплея. И вчера они представили нового амбассадора наряду с небольшими кадрами из игры. Конечно, очередной рендер, однако он уже позволяет ознакомиться с тем, как примерно будет выглядеть игра. И в сегодняшнем ролике предлагаю обсудить это поподробнее. Ну а перед началом, как всегда, напоминаю о привычной процедуре в виде лайка под этим роликом, ну и комментария с вашим мнением. Ну а если вы на этом канале впервые, то конечно же подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. В преддверии демонстрации игрового процесса UFL, Strikers продолжает кормить нас различными инфоповодами. Казалось бы, вы проанонсировали, что в конце месяца покажете геймплей. На этом можно было бы и закончить, как это, например, делают Konami. Однако вместо этого белорусы продолжают делиться различными новостями и всячески подогревать интерес. В частности, вчера вечером они объявили нового амбассадора и показали небольшие кадры из игрового процесса. Опять-таки повторюсь, скорее всего это рендер, однако он уже позволяет ознакомиться с тем, что из себя будет примерно представлять игра в графическом плане. И таким образом, в числе амбассадоров игры затесался еще один представитель английской премьер-лиги, на этот раз игрок Манчестер Сити, Кевин Де Брюйне. Я напомню, что среди партнеров UFL уже присутствуют такие футболисты, как Александр Зинченко, Роберто Фермино, Ромело Лукаку и теперь уже Кевин Де Брюйне. И вполне возможно, что на подходе у нас Криштиану Роналду. Ролик об этом выходил уже в прошлом году. И если того же Лукаку представили лишь небольшим отрывком игрового процесса, вставив только его разбег и удар, то с Кевином ситуация уже чуть-чуть поинтереснее. Здесь нам продемонстрировали анимацию небольшого финта, за которым последовал удар и, соответственно, гол. Точно так же, как и в подобных роликах от FIFA, реального геймплея здесь ноль. Однако это не самое главное. Главное то, как по мне, это то, что теперь мы имеем хоть какое-то представление, как будет выглядеть игра. И выглядеть она будет, скорее всего, как та же самая FIFA, о чем я говорил в самых-самых первых роликах, когда показали модельку Зинченко. То есть на реализм рассчитывать не приходится, это прерогатива только PES, судя по всему. Точно так же, как и на реалистичный геймплей. Анимации и конечный удар выглядит, конечно, так себе, тем не менее выглядит это не так плохо, как могло показаться на первый взгляд. И учитывая, что это первый подобный опыт молодой студии в этом направлении, я бы сказал, очень даже неплохо. Ну и подводя итог по своим словам, которым я сказал чуть ранее, я в принципе доволен увиденным, поскольку как минимум я не сильно разочарован. То есть не сказать, что я прям завышал ожидания, я думал все будет намного хуже, и тем не менее все оказалось немножко иначе, и я этому только рад. Я уже успел прочесть комментарии о том, что это выглядит очень паршиво, анимация так себе, это та же самая FIFA, но, друзья, тут вся разница в наших ожиданиях. Я ожидаю UFL как одного из конкурентов eFootball и FIFA, то есть в это играть я не планирую. Другие же фанаты футбольных симуляторов, судя по всему, надеются на UFL как на полноценную альтернативу FIFA и eFootball, а поэтому их так сильно и заботят и графика, и игровой процесс. Однако не стоит забывать о том, что UFL это в первую очередь игра, рассчитанная на онлайн, а поэтому ожидать, что она будет делать ставку только на реализм, на реалистичный геймплей и графику, ну это как минимум глупо. В комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение по поводу услышанного и увиденного. Как по вашему мнению выглядит Кевин Де Брюйне, похож ли он? Как по мне, очень даже, в отличие от того же Лукаку. Ну и в целом, как вам продемонстрированная графика. Да, ролик немного шакальный, однако даже несмотря на это, в нем что-то да можно разглядеть. Ну и как всегда, помимо комментариев, не забывайте поддерживать данный ролик своими лайками, поскольку это также немаловажно, и именно ваша активность помогает каналу. Ну а если вы здесь впервые, то конечно же подписывайтесь и прожимайте колокольчик. У меня же на сегодня все, и я всех благодарю за просмотр этого ролика. Услышимся уже очень скоро, так что не прощаюсь.